Лукашенко. После его заявления, он сделал несколько заявлений. В частности, несколько дней назад Лукашенко в интервью изданию РИА Новости рассказал о якобы подготовке подразделений для провокаций против Белоруссии, в частности в Литве. И он сказал следующее, цитата: «Сегодняшнее решение о защите государственной границы имеет свою специфику, потому что у нас особенная ситуация, война на юге, Польша, Литва и страны Балтии на западе, и это еще хуже, подчеркиваю, хуже, сейчас готовятся подразделения, определяются их командиры», заявил Лукашенко. Так вот, на основании этих заявлений МИД, Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла Республики Белоруссии и вручила ему ноту протеста. По мнению МИД Литвы, обнародованные разговоры самопровозглашенного президента безосновательно обвиняют Литву в военной угрозе для Беларуси, а также призывает белорусскую армию, а также призывы к белорусской армии готовиться к войне со странами Балтии и Польши, которые тоже прозвучали в этом же интервью Лукашенко изданию РИА Новости. Вот такая вот конфронтация, и они, я скажу почему. На мой взгляд, Лукашенко отрабатывает свой номер перед Путиным в плане того, что надо же грозить соседям, грозить НАТО и показывать, что НАТО агрессор, а вот они, то, что он гоняет войска второй год уже, третий год уже пошел, как он гоняет войска по полигонам, постоянно внезапно проверяя боевую готовность этих войск, а каково предназначение любых вооруженных сил? Это внешний враг, либо захват чужих территорий, либо защита от внешнего врага. То есть он сам проявляет акт агрессии, демонстрируя готовность своих войск к применению по предназначению, то есть к ведению войны. И при этом еще и обвиняет соседей в том, что они якобы чем-то угрожают. Хотя ни Польша, ни Литва, ни другие страны Балтии не проводят никаких учений вдоль границ Беларуси. Далее, армия Китая готовится к захвату Тайваня. Кстати, с Тайванем разворачиваются довольно интересные события. Китай в море вывел войска, то есть флот свой, и присутствует. Воздушные силы Китая, ВВС Китая постоянно проводят учения недалеко от воздушной границы Тайваня. Довольно напряженная. Япония совместно с Филиппинами начала патрулирование в Южно-Китайском море. Вот. И, кстати, даже руководство Тайваня, понимая серьезность ситуации и наращивание конфронтации со стороны Китая, его подготовки к захвату Тайваня, силовому захвату, я сейчас вам расскажу, почему они даже обратились к Конгрессу Соединенных Штатов предоставить помощь Украине, потому что Украина в данном случае будет лакмусовой бумажкой. Если Путин будет иметь успех в Украине, то есть если рашистские войска будут продвигаться дальше вглубь нашей территории, значит Китай тоже нападет на Тайвань. Если же рашистские войска будут, или путинские войска, правильнее так, наверное, будет сказать, будут терпеть поражение в Украине, или хотя бы будут просто нести потери, стоя в глухой обороне, то вряд ли Китай решится напасть на Тайвань. Поэтому руководство Тайваня обратилось к Конгрессу Соединенных Штатов с просьбой как можно скорее проголосовать законопроект о выделении финансирования для военно-технической помощи Украине. Кстати, в этом законопроекте есть деньги на военно-техническую помощь Тайваня и Израиля. Так вот, как выглядит подготовка, что сделала армия Китая? Армия Китая построила в пустыне, недалеко от Пекина, как недалеко, в 1000 километров от западнее Пекина, посреди пустыни внутренней Монголии, они построили точную копию правительственного района столицы Тайваня.
для отработки боевых действий и для отработки ведения боевых действий в правительственном квартале столицы Тайваня. Ну и вообще как бы по захвату этого квартала. Многие здания являются муляжом, состоящим только из фасада, но сам факт наличия полной копии улиц, домов, перекрестков, там, дворов и так далее, это действительно говорит о том, что они реально готовятся к захвату, армия Китая готовится к захвату правительственного квартала столицы Тайваня. Воспроизведено 10 улиц, а также перекрестки и центральные площади. В центре администрация президента Тайваня.